Всем привет, меня зовут Алла, и сегодняшнее видео это влог, в котором я приглашаю вас пойти вместе со мной на шопинг, а именно в секонд-хенд. Также, конечно же, будет распаковка того, что я купила. На часах 9:30, и я приехала в день открытия секонд-хенда. Мне очень интересно, это новый открывшийся магазин, хотя это сеть секонд-хендов, в которой я уже была и знаю, что там очень много всего интересного. Секонд-хенд на вес, в четверг завоз, самый дорогой день, и затем каждый день цена дешевле и дешевле. Первое, что мне бросается в глаза, это вот такая красотка. Посмотрите на ее состояние. Несмотря на то, что она очень пыльная и немножко приоткрыта крышка, видимо, кто-то ее проверял. Так, сейчас я ее поворачиваю. Но посмотрите, какое идеальное состояние. Роспись, ну, просто идеально. Конечно же, она весит очень много, и вряд ли кто-то ее купит прям в день завоза. Это самый дорогой день. Но вот так приехать, посмотреть. Смотрите, это я так и не поняла, что. Шпульный колпачок. Тоже в идеальном состоянии. Даже есть мыло. Это я вот даже достала, посмотрела, но, повторюсь, я так и не поняла, что это, для чего это, и, может быть, это вообще не отсюда. В общем, вот такая красотка меня сегодня встретила, или я ее встретила. Очень красивая, мне понравилась. Ну, у меня ручная машинка есть, мне не нужно, но полюбоваться всегда не будет лишним. Я не знаю, возможно, это какой-то ценный экземпляр, возможно, нет. Но то, что она красивая, это 100%. Конечно же, я ее потрогала, покрутила. Я думаю, что она в рабочем состоянии. Ну, а возможно, кто-то заберет себе для коллекции. Также на полках было очень много разного, и даже был iPhone. Ну, конечно, в таком разбитом состоянии. Тут вы видите немножечко меня в отражении, но, в общем-то, неплохо. Тут всякое. Ну, тут просто глаза разбегаются, если честно. Понятно, что все интересно, все хочется потрогать. Ну, лично мне. Мне интересно, я это люблю. Вот такие разные декоративные штучки. Вот вышивка, смотрите, какая красивая. Конечно же, нужно посмотреть изнанку. Вышивка сразу же с пальцами. Такие декоративные разные элементы, светильники. В общем, сегодня у меня не совсем стандартный шопинг. И как раз таки сейчас вы видите мою корзину. Да, я не сошла с ума, играться куклами я не собираюсь, в детство я не впала, дочек у меня нет. Но я приехала, чтобы в том числе, если будет, купить несколько кукол. И тут, конечно, я растерялась, так как я мало что понимаю, знаю, что конкретно мне нужно. Изначально планировала одну, потом ну максимум две. В итоге три красавицы поехали со мной домой. Ну вот, собственно, вы уже сейчас видите то, что я купила конкретно в этот день. И конкретно в этом секонд-хенде, так как в этом видео я также планирую вам показать то, что покупала ранее, но в небольших количествах. То есть я, например, зашла в секонд-хенд, мне что-то одно понравилось, я купила, но не буду же я записывать видео, когда я купила один шарфик или же какие-то джинсовые штаны одни. Ну, естественно, когда я покупаю большие закупки, я делаю распаковки. И, кстати, когда я подобное видео уже делала, то часто спрашивают, а вот вы ходите секонд-хенд на поштучно, а почему не на вес? На самом деле я ничего не рекламирую, никакие сетевые или не сетевые секонд-хенды. Я хожу везде. Вот я иду и рандомно я могу не знать или что-то увидеть, где-то что-то открылось, захожу и смотрю. Если мне подходит цена, качество,
или мне очень сильно что-то понравилось, беру вообще без проблем. Я не привязываюсь к какой-то конкретной сети или к какому-то конкретному району. Я могу вообще очень далеко поехать на общественном транспорте только потому, что я хочу именно в тот магазин попасть или там никогда не была, но вот слышала, что там хороший ассортимент или что-то в этом роде. Конечно же, чаще всего я покупаю в секонд-хендах ткани, либо же одежду либо на то, чтобы ее перешить, либо на то, чтобы ее распустить, если это вязаные изделия, на пряжу. Ну, это уже давно ни для кого не секрет. Я давно показываю во влогах свои закупки в секонд-хендах. Ну, а сегодня она такая просто не очень обычная, как для меня. Вся эта мелочевка, все это мне нужно для фотосессий. Ну, а, конечно же, куклы, как вы уже, наверное, догадались, мне нужны для того, чтобы шить миниатюру. Любая кукла Барби — это 1 к 6 к обычному размеру. То есть, если вы, например, шьете для себя одеяло 2 на 2,20, то чтобы пошить такое же одеяло кукле, вы просто берете размер 1 к 6. Ну и вот, собственно говоря, мои красотки, которых я выбрала. Вот так они выглядят. Также я некоторое время изучала вообще, в принципе, какие бывают куклы, какие размеры. Оказывается, у них там очень все интересно. Ну, лично мне было интересно. На голове у каждой Барби указан год выпуска молда. Молд — это лицо, они разные, то есть там в зависимости от коллекции выпускались разные как тело, так и сама голова куклы. Кстати, смотрите, какой ужас. Я не знаю, это было в магазине на кукле, ну, скорее всего, да. Ну, то, что там ткань, что швы, я не знаю. Я вот взяла и думаю, ну, вот у меня просто дар речи пропал. Естественно, я это выброшу. Ну, а кукла сама очень даже неплохая. В хорошем состоянии. И то, что важно для меня, у них у всех разные лица, то есть разная даже эмоция у каждой куклы. Вот это мне, несмотря на то, что она лично мне кажется самой милой, смотрите, здесь тоже у нее штаники такие, ну, тоже на выброс. Она подвижные у нее руки, в отличие от двух предыдущих. А также у нее есть сзади рычаг. Сейчас покажу вот. И у нее также еще вот так двигаются руки. У нее прорезиненные ноги. На ногах есть пятно. Я попробую его. Это, мне кажется, лак для ногтей. Я попробую его убрать. И сустав на ноге, видите, он не держит. Но мне с ними не играться, мне их привести в порядок. С волосами тут я бы не сказала, что совсем все плохо. Я также приведу их всех в порядок. Естественно, все куклы я помою, постираю. И, кстати, если вам это интересно, как я это буду делать, напишите в комментариях, я сниму мастер-класс. Ну, или такой влог. Так, дальше. Вот такой новый с биркой платок, стопроцентный шелк. Я изначально на пакете надпись не увидела. Я увидела вот тут бирочку. Случайно, вот видите. Кстати, этот платок был рядом с куклами. Ну вот, казалось бы, да, если бы я не пришла туда, к тому стенду, то я бы не увидела его. И вот так он выглядит. Новый с биркой. Очень приятный. Ну, стопроцентный шелк, понятно, он не может быть неприятным. Хотя я не знаю, точно не буду утверждать. Но те вещи, которые мне попадались в таком качестве, все очень приятные. Вот вам видно, да? Его прям постоянно хочется, знаете, держать в руках, вот так посминать. Ну, я думаю, что вы прекрасно понимаете мои ощущения тактильные, когда я его беру в руки. Ну что ж, вот такая была у меня закупка одного дня. Остальное буду показывать
так как уже и говорила, было закуплено мной в разные дни в разных секонд-хендах. Вот такая кофточка, казалось бы, на первый взгляд на куклу, но нет, это кофта на рычаг переключения передач в машину. Далее, вот такой красивейший шарф. К сожалению, нет бирки, и я не знаю его состав, качество, но на ощупь я точно могу сказать, что здесь большинство натуральных волокон, поэтому я его взяла. Цвет мой любимый. Так, следующий небольшой вот такой шарфик. Он также без бирки, но когда я его в руки взяла, поняла, что все, он мне нужен, потому что тактильно от него невозможно уйти. Далее, это, я даже не знаю, палантин, шарф, но размер у него 1,5 на 1 метр. Тут есть бирка, стопроцентная вискоза. Вот, видно. Изначально я подумала о том, что на переработку что-то пошить, но придя домой, посмотрела, думаю, ну, пока оставлю как есть. В принципе, его можно использовать, ну, в различным вообще. Он приятный также и на ощупь, красивый, яркий. Ну, в общем, как говорится, кушать он не просит. Попался мне, я его себе взяла. Причем это было также на вес, и это был какой-то дешевый день. Я не знаю, почему ранее его никто не забрал. Тут просто рисунок вам не могу показать, не влазит. Но здесь очень большой вот такой попугай. Ну и по цветам вы видите, да? Очень красивый, приятный. И теперь будет у меня. Далее, джинсы. Очень люблю вот такую варенку. Редко попадается, видите? Вот. Вот эти потертости, знаете, это когда я шью из джинсов какие-то кусочки, я всегда говорю вкусные кусочки, да, такие, где красивые потертости. Ну, тут прям, это, кстати, не штаны, а бриджи, к сожалению. Были бы штаны вообще супер. Далее, очень приятно тактильная наволочка. Это не велюр, это бархат. Внутри подкладки нет, потайная молния и вот такая небольшая наволочка. Также взяла использовать на переработку. Очень красивый цвет, очень классная ткань. Тут я собрала такую тоже мелочевку, чтобы сразу, ну, не по одному показывать, а сразу. Вот такие крючки. Также покупала в секонд-хенде на вес. Как вы понимаете, весят они немного, поэтому дешевле было их там взять, чем купить новые. Вот такой ковер. Ну, я не знаю, я когда его увидела, во-первых, я не ожидала. Ну и тут как раз у меня уже был план по миниатюре. Смотрите, я не знаю, для чего это, что кто-то, может, из вас знает, что это за ковер, для чего он используется, для чего он был сделан. Я, конечно, подразумеваю, что, возможно, он и есть кукольный, но я не уверена. Ну, кто знает, напишите, буду благодарна. Также вот такой декор. Я разрежу, покажу. Опять-таки, я его взяла только ради фотографий. Смотрите, очень... Я видела, как такие используют в фотосессиях. Это красиво. Ну и надписи тоже, как вы понимаете, миниатюрные. Happy Birthday. Также в этом наборе есть Happy New Year. Также звездочки. В общем, для антуража то, что нужно. Далее, следующая нетипичная также для меня закупка. Не знаю, для чего эти наборы. Кстати, надо будет погуглить. Наверняка есть ответ в интернете. Для чего они? Так как в этом наборе мало того, что красивенная коробочка деревянная, естественно, сейчас открою. Наборы абсолютно новые, заклеены со всех сторон скотчем. И они все были разные. Ну, то есть что-то в этих наборах похоже, какие-то бусины одинаковые, но нет ни единого одинакового набора. То есть какая-то ячейка, один набор от другого отличается. И также здесь вот такая силиконовая нитка.
Для чего это? Ну, как для чего? Понятно, для бижутерии. Но почему в таком маленьком количестве, не знаю. Возможно, ему есть какое-то целевое предназначение. Далее, вот это все было одним лотом. Это также, это штучный был секонд-хенд, то есть там, где поштучно, да, и вот за вот такую охапку такой красоты, естественно, была одна цена. Ну вот, что попадается в таких наборчиках, то и берем. Вот эта салфетка, кстати, мне кажется, идеально, если бы найти столик для Барби вот такой овальный. Ну, было бы очень красиво. Это, наверное, под чашки. Весь этот набор я брала ради вот той первой салфеточки, которая в нем была. Она мне по стилю также подходит под тот ковер, который неизвестно для чего, в принципе, а также еще для кое-чего покажу дальше. Теперь 3 вот таких галстука. На самом деле никогда галстуки в секонд-хенде не покупала. Но когда я увидела, как шьют девчонки пэтчворк с галстуками, но, конечно же, они выбирают стопроцентный шелк. И мне так вот тоже попалось, их было много, но из всей горы я нашла только 3 вот этих, которые стопроцентный шелк. Ну, а теперь, так как я еще буду работать с миниатюрой, то для меня это прям вообще классно и нужно. Так, и вот еще один такой гобелен. Смотрите, винтаж стопроцентный. К сожалению, нету бирки. Ну, как стопроцентный? Понятно, что это я так думаю. Ну, или оно так выглядит. Давайте так правильнее будет сказать. И еще вот такой пакетик разной миниатюры. Кстати, кто внимательный, когда я показывала петушка, вот я его не зря брала, потому что у меня уже была курочка. Ой, это вот такие штучки маленькие. Это что-то с косметики. Дальше кукольное зеркальце, бокал вот такой и даже отвертка. Ну, естественно, как бы мне и не попалась отвертка. Я их просто обожаю. Мне их много, и они мне самые любимые. Ну что ж, и на этом я вам показала все, что я приобрела за последнее время в секонд-хендах. А вас прошу написать, хотели бы вы видеть больше подобных видео. На этом ролик подходит к концу. Если вам понравилось, поставьте лайк и напишите комментарий. Также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. Если остаются какие-то вопросы, пишите в комментариях. Все их вижу, все читаю и обязательно отвечаю. На сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.